Предрассветный туман медленно опускался на слабое поле, оседая на влажную землю и заключая молодые растения в свои плотные объятия. Солнечный диск едва показался из-за горизонта, а затем небо озарили первые розовые лучи, окрасив туман, который рассеялся в разных направлениях. Под солнечным светом смешанный оранжевый луч прорезал белое облако, подкрашивая его снизу. Вскоре лучи стали фиолетовыми, затем тепло-оранжевыми, и вот начался рассвет, разгоняющий вялую тьму и холод. Девушка сидела на балконе, наблюдая, как на ее глазах пробуждается природа. Однако в глубине души ее собственная душа была не такой яркой и красочной. Она сидела в высоком старинном кресле, глядя на поле, в то время как ее мысли блуждали в прошлом, где невозможно было оставаться равнодушной. У нее закончились длительные отношения, и теперь она не знала, сожалеет она об этом или нет. Любовь давно угасла, оставив только привычку, чувство собственности с его стороны и ничего больше. И все же глубоко в ее сердце все еще жило чувство несправедливости своего решения. «Даш, Аделина, почему вы сидите здесь так рано?» — спросил ее дедушка, выходя на балкон и усаживаясь в другое кресло. Он вытащил толстую сигарету, закурил и откинулся на спинку стула, выдыхая густой, едкий дым. Аделина представила, как легкие ее дедушки окутываются туманом, точно так же, как это поле, которое уже освободилось от своего бремени. Она не знала, что ответить дедушке. Она не знала, как сказать ему, что скоро он снова останется один, потому что жизнь в глухой деревне была не для нее. Здесь ничего не было, и ни к кому было обратиться в случае необходимости. «Даш, мне снятся кошмары, дедушка», — призналась она, вспоминая свои недавние сны. «Знаешь, мой психотерапевт говорит, что когда человек очень устает, его мозг работает не так, как раньше. Тело, так сказать, замедляется, устает и выражает свою усталость через ночные кошмары. Я не знаю, как это правильно сказать». Она замялась, но мне приснилось, что я привязана к огромному дубу в лесу, а вокруг меня кружит волк. Он зарычал, высунул язык и оскалил зубы. Казалось, я не испытывал страха, но мои нервы были на пределе, а вокруг меня в лесу сгущалась темнота, и я не мог убежать. И как раз в тот момент, когда я был в полном ужасе, в лесу появился медведь. Волк испугался и убежал. Медведь освободил меня от оков и повел к опушке леса, где я снова вышел на свет. Я все оглядывался, ища медведя, но он исчез. Это такой странный сон, дедушка. Здесь нет ничего странного, Аделина. Вон тот волк, твой бывший муж. Он продолжает кружить вокруг тебя, не давая тебе жить своей жизнью. Послушай, ты переехала в эту отдаленную деревню, и все же ты все еще боишься, что он может появиться в любой день. А медведь — это твой будущий мужчина, тот, кто спасет тебя. А темнота, это всего лишь твои собственные предположения и фантазии. Ты ведь любишь преувеличивать, не так ли? С улыбкой подытожил ее дедушка. Ладно, пошли. Нам нужно позавтракать и присмотреть за животными, повторил ее дедушка и спустился вниз. Он сварил кашу и сделал пару бутербродов. Они позавтракали на веранде за маленьким столиком. Дедушка выпил горячей воды, а девочка — кофе. Она жаловалась, что поблизости нет приличного магазина, и за кофе приходится ездить в соседний поселок городского типа. У нее не было ни прав, ни средств водить машину, но она любила свой кофе. Дедушка искоса взглянул на нее. Они оба встали и пошли ухаживать за животными, будь то выводить коров пастись на привязи или выпускать ягнят и гусей в просторный зеленый загон. Работа была не слишком сложной. Дедушка ободряюще похлопал внучку по плечу и направился к дому. Он уже устал, возраст определенно давал о себе знать. Аделина прислонилась к покосившемуся деревянному забору и наблюдала, как веселые гусыни расправляют крылья и хлопают ими, пугая молодых гусят. Она улыбнулась. С одной стороны, жизнь в деревне была замечательной,
но оторванность от цивилизации пугала ее. «Дэш, привет, кто это у нас тут такой красивый?» Раздался знакомый голос. «Ты стоишь здесь так, словно тебе не нужно приветствовать уважаемых гостей, или твой дедушка не учил тебя хорошим манерам?» Мужчина стоял там, рыча, как тот самый волк, на дуб, к которому она была привязана. Девушка почувствовала, как ее сердце сжалось в груди. Она отступила назад, осматривая окрестности в поисках любого предмета, который мог бы послужить оружием. Она схватила висевший на заборе серп и крепко сжала его в руке. Прибывший мужчина поднял руки в примирительном жесте и расхохотался. «Дэш, Аделина, ты так приветствуешь своего мужа. Ты стала такой упрямой, и мне это даже больше нравится. Давай, возвращайся домой, и я прощу тебя за все. Если ты вернешься сама, у тебя будет все, чего ты желаешь, и я прощу развод и твои судебные иски», — сказал Густаво, широко улыбаясь. Но его улыбка все больше напоминала оскал. Она посмотрела на своего бывшего мужа и еще острее осознала, в какую пропасть попала, когда начала с ним встречаться. Он мучил ее эмоционально до такой степени, что она буквально поверила, что не стоит ни для кого, кроме него. «Дэш, уходи отсюда, пока я не закричала. Мужчины в этой деревне крепкие орешки. Они в 2 счета разделаются с тобой. Здесь нет полиции, никого нет поблизости», — отрезала она, готовясь к нападению. Она не позволила бы ему приблизиться, не позволила бы поднять на нее грязную руку. Густаво продолжал улыбаться. Он был невысоким, костлявым и взъерошенным, как волк-одиночка в стае, которого все презирают и отыгрываются на тех, кто слабее его. Даже сейчас Густаво улыбался, все больше и больше напоминая облезлую гиену, предпринимающую последние попытки схватить свою добычу. «Я не буду повторять дважды, уходи, иначе я закричу», — твердо сказала она. «Дэш, давай, кричи сколько хочешь. Это не принесет тебе никакой пользы. Что это за старая деревня? 3,5 калеки. Поверь мне, Аделина, было бы лучше, если бы ты не обидела меня тогда. Было бы лучше, если бы ты не дрался со мной и не угрожал мне серпом. Ты же знаешь, я мстительный человек. Если не своими руками, то я доберусь до тебя через других. Одним щелчком пальцев я могу заставить тебя приползти ко мне на коленях, умоляя вернуться», — сказал мужчина, продолжая отвратительно ухмыляться. Он медленно приближался к ней, и она отступала с каждым его шагом. Она была готова бежать, если понадобится, но сможет ли она убежать от него? У нее была с ним связь, и она будет страдать от его ворчания и угроз всю оставшуюся жизнь. Может быть, действительно было бы лучше терпеть все в браке, чем жить в страхе до конца своих дней. Она снова посмотрела на его оскаленное лицо, которое было просто покрытой шрамами маской. Его светло-карие глаза в этом свете казались желтыми. Он напоминал зверя, лишенного человеческих эмоций и нормальных отношений. Она сделала еще шаг назад, ступая по влажной земле, которая не просохла после серии проливных дождей. Аделина солгала себе. Она не смогла бы бежать по такой местности. Рано или поздно ее нога провалится в яму, и она упадет, став легкой добычей для его клыков. Она неловко взмахнула серпом, едва не задев его. Она была бы рада отрубить ему голову, чтобы больше не видеть его презрительной ухмылки и его желтых зубов с заостренными природными клыками. Но чувство беспомощности и безнадежности росло в ней все сильнее. «Дэш, эй, отойди от девушки!» Раздался голос у нее за спиной. Она боялась обернуться. Если она сейчас повернется лицом к мужчине, идущему сзади, Густаво может напасть спереди, и кто знает, чем бы это закончилось. Она приготовилась к нападению, крепко сжимая в руке серп. Он был обоюдоострым, и она могла положиться на его угрожающую остроту и блеск металла на лезвии. Но тут на ее плечо легла чья-то большая рука. Кто-то слегка отодвинул ее за свою спину и встал впереди.
Аделина действительно увидела внушительную спину, огромные плечи. Вся фигура напоминала медведя, огромного, безопасного для себе подобных и смертельно опасного для своих врагов. Мужчина продолжил: «Дэш, ты хочешь испытать меня, детка? Убирайся отсюда, пока я не разорвал тебя в клочья». Его голос звучал повелительно, громко и низко. Это было больше похоже на рычание, чем на речь, и этот голос придал ей ощущение безопасности. Она боялась выглянуть из-за его спины, но слышала, как ее бывший мужчина удаляется, шурша в высокой траве. Когда опасность миновала, мужчина повернулся к девушке и широко улыбнулся. Они представились, и он остался стоять рядом с ней. Аделина смотрела на ягнят, думая о своем новом знакомом. Она боялась признаться самой себе, какое впечатление произвела на нее его защита. Она посмотрела в его темные глаза и почувствовала, что видит в них свое отражение. Мужчина спросил: «Итак, кто это был?» «Мой бывший муж». Как бы странно это ни звучало, я оказалась в ловушке жестоких отношений, из которых не могла выбраться. Он уничтожил меня морально и физически, и я не знала, как найти выход из этого кошмара. У нас в квартире даже на окнах были решетки, но мы как-то пошли в магазин, и я бросилась бежать. Да, это было так неожиданно, что он растерялся. Я побежала на автобус и оказалась здесь. Именно отсюда я добилась развода через суд, так как он не давал мне развода. Но, как вы можете видеть, даже развод мне не помог. Он нашел меня, и теперь у меня нет шансов остаться здесь свободным и счастливым человеком, призналась Аделина с грустной улыбкой, которая сейчас казалась особенно печальной. Но ее настроение ухудшалось с каждой минутой. Она погрузилась в свои мысли, чувствуя себя расстроенной, думая о том, что даже сейчас он разрушит ее жизнь здесь. Базилия не всегда будет рядом с ней. Да, он тоже здесь не жил. Аделина знала всех в этой маленькой вымирающей деревушке, а среди ее знакомых вообще не было молодежи, только пожилые люди. Скорее всего, Базилия приехал навестить кого-то из своей семьи, и она просто случайно оказалась там. Аделина поймала себя на мысли, что больше никому не доверяет. Она молча шинковала капусту и думала о том, что очень скоро ей придется искать новое убежище. Но где гарантия, что он не найдет ее там? Если бы Аделина была честна с собой, она могла бы признать, что часто задумывалась о самоубийстве. Он никогда не оставлял ее в покое, он никогда не переставал выслеживать свою жертву. Она закрыла глаза, села и опустила голову на руки. Аделина тихо, почти неслышно заплакала. Она не хотела беспокоить дедушку, который спал наверху, не подозревая о страстях, разворачивающихся за пределами его двора. «Даш, а ты такая умница». «Борщ превосходен», — сказал мужчина, широко улыбаясь. Он подошел к кастрюле и глубоко вдохнул, наслаждаясь чарующим ароматом. Он улыбнулся еще шире, наслаждаясь ароматом свежеприготовленного борща и мяса. Они сели за стол и приступили к еде. Аделина достала из духовки домашний чесночный хлеб и положила его перед дедушкой. Аромат домашнего чесночного хлеба быстро наполнил кухню. Девочка улыбнулась, видя, каким счастливым и довольным был ее дедушка. Она отдала бы все, чтобы забрать его из этого богом забытого места. Но сейчас ей нужно было думать о совершенно других вещах. Ей нужно было найти другое место, куда можно сбежать, уехать быстро, внезапно, оставив дедушке только письмо. Но теперь она боялась, что этот монстр отыграется на ее дедушке. От этой мысли Аделину бросила в дрожь. Она время от времени ела, отвечая на вопросы дедушки, и была поглощена своими мыслями. Аделина понимала, что ей нужно пораньше лечь спать. Только сон помог бы ей восстановить силы. Она провела вечер со своим дедушкой, немного поговорив о своем прошлом, но тут же постаралась забыть о нем. Пришло время ложиться спать.
Она стояла на длинном железном мосту, он поднимался на поверхность, поскрипывая при каждом шаге. Мост был совершенно заброшен. Раньше ей нравилось это место, но с тех пор, как в деревне появился Густаво, она перестала уходить далеко от дома. Она поняла, что даже на расстоянии он контролировал ее жизнь и не давал ей нормально дышать. Девушка сидела на краю моста, болтая ногами над бурлящей рекой. Холодная вода казалась бодрящей, пенистой и щекотной. Она улыбнулась, почувствовав, как телефон щекочет ее кожу. Базилио сел рядом с ней, пригнувшись через перила. Они гуляли, разговаривали и проводили время вместе в течение 2 недель. Только когда она была рядом с ним, Аделина могла чувствовать себя в безопасности. Аделина, я должен уйти. «Я не могу оставаться здесь вечно», — сказал он, глядя на нее. Он оглянулся на бушующую реку, и его лицо стало суровым. «Я не хочу оставлять тебя на милость этого монстра. С тех пор я его не видел, но почему-то уверен, что он все еще здесь. Ты пойдешь со мной в город», — он повторил свое предложение. Я не могу, Базилио. Мне жаль. Мой дедушка останется здесь один. Он очень старый. Я не могу его бросить, ответила она. В ее голосе звучала смесь печали и решимости. Так сделай мне одолжение. Давай больше не будем об этом говорить. Я бы с удовольствием поехала с тобой, но не сейчас. Пойми меня правильно. Я пережила такой кошмар, что боюсь доверять другому человеку. Я не хочу причинять тебе боль. Мне действительно нравится проводить с тобой время, но я не могу просто сбежать и отправиться бог знает куда. Я не готова, сказала она с тяжелым сердцем. Он обнял ее, и она почувствовала облегчение. Хорошо, давай сделаем так. Я пойду улажу свои дела, а потом вернусь за тобой, и мы поговорим об этом снова. Только не исчезай, пожалуйста. Я знаю, что здесь нет связи. Я не смогу позвонить, но я прошу вас подождать неделю или 2, сказал он. Она кивнула, улыбнулась и прижалась к нему. Базилио посмотрел на нее с такой любовью, что ей стало неловко. Девушка немного расслабилась и позволила себе почувствовать эту любовь, заботу и нежность. Она боялась того момента, когда он покинет пределы уединенной деревни и оставит ее наедине с бывшим мужем. Но Базилио был прав. Его долгое время никто не видел. Может быть, Густаво сдался, может быть, он нашел другую жертву, а может быть, просто затаился, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар сзади. Она сглотнула, едва подумав о своем бывшем муже. Ее желудок сжался, а в горле образовался комок. Они сошли с моста и пошли по узкой тропинке, направляясь в сторону деревни. Она почувствовала, как ее нежная рука утонула в его широкой ладони. Ей хотелось сказать ему «да», уйти через эти леса, через эту проклятую реку и оказаться где-нибудь за горизонтом, где больше не будет страха и мучений. Но все было не так просто. Она поцеловала его, и он пошел собирать свои вещи. Через пару часов его здесь больше не будет, и она снова воссоединится со своим страхом, живя только с одним желанием, чтобы Базилио вернулся. Несколько часов спустя она сидела за большим кухонным столом, вспоминая разговор, который состоялся у нее с дедушкой несколько часов назад. «Почему ты не ушла, глупая девочка?» Искренне спросил ее дедушка, не понимая, почему его юная внучка не хочет следовать за тем, кто ей так нравится. Он понимал, что она осталась из-за него, и это понимание расстроило его еще больше. Внезапно он сказал: «Дэш, когда он приедет, и если ты почувствуешь в глубине души, что хочешь уйти, тогда уходи. Просто уходи. Ты всегда можешь вернуться. Что касается меня, то, моя дорогая, я прожила очень долгую и счастливую жизнь, и я не боюсь умереть в этом доме. Даже если я одна, я верующий человек, и я никогда не бываю одна.
Бог всегда со мной. И если мне суждено заснуть здесь и не проснуться, то так тому и быть. Он улыбнулся ей и похлопал по руке. Она выслушала его и поблагодарила. Может быть, ей следовало пойти и попытать счастье там, за горизонтом. Может быть, у нее все сложилось бы хорошо, несмотря на страхи, которые она так сильно переживала. Время шло. Базилио давно уехал, а она все еще ждала его возвращения. Девушка буквально мечтала о том моменте, когда он наконец приедет в деревню. Но с каждым днем надежда становилась все более призрачной. С тех пор, как Базилио уехал, прошло 2 недели. Девочка стояла перед домом, который ее дедушка построил своими руками, и смотрела на него. Десятки разных воспоминаний промелькнули в ее голове, но ни одно из них не принесло ей столько радости, сколько их последнее утро вместе. Ее дедушка был живым, жизнерадостным, довольным жизнью. Он был просто счастлив, что может пойти со своей внучкой за грибами, насладиться тишиной леса и пением птиц. Аделина понимала, что сейчас, возможно, не самый подходящий момент, но она хотела повторить свое предложение. «Пойдем со мной», — снова сказал Базилио, подходя сзади и обнимая ее. Он поцеловал ее в шею и прижал к себе. Она закрыла глаза, сдерживая слезы. С одной стороны, она хотела начать новую жизнь с Базилио, но, с другой стороны, ей не хотелось покидать этот дом, который быстро превратился бы в пыль без хозяина. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, Аделина. У меня большой дом, собственность, все есть в городе. Тебе не придется работать. Ты сможешь заботиться о доме и о себе, завести сад, если захочешь. Я построю для тебя целую оранжерею», — сказал он, не зная, что еще сказать, чтобы она согласилась. Аделина кивнула, но не произнесла ни слова. Она собрала свои вещи и в последний раз вышла из дома, держа в руках несколько фотографий своих бабушки и дедушки, которые когда-то были так счастливы вместе. «Прости меня, дедушка, за все», — сказала девочка, — «прости меня и прощай». Она вытерла слезы и направилась к машине. Девушка села в черную машину и закрыла дверцу. Ее чемодан лежал в багажнике. Она сидела и смотрела в окно, как дом ее дедушки медленно удалялся, исчезая за другими заброшенными домами. Аделина посмотрела на Базилио и сказала: «Спасибо, что взял меня с собой». «Нет, спасибо, что согласилась пойти со мной. Ты не поверишь, но ты появилась в моем сне. Я заснула в таком беспокойстве, и ты появилась в моем сне, и я поняла, что ты в беде. Я просто почувствовала, что происходит что-то плохое. Я бросил все и приехал, хотя должен был приехать на неделю позже. Я бросился в лес, как в моем сне, и нашел тебя. Я до сих пор жалею, что оставил тебя. Я должен был забрать вас обоих и увезти отсюда», — сказал Базилио с грустью в голосе. Она понимала, что он был прав, что они оба были бы живы и здоровы, если бы поступили так. Но прошлого не изменить, и все произошло так, как произошло. Она положила свою руку на его в знак благодарности. Она была благодарна ему. Базилио продолжил: «А что касается этих подонков, не волнуйтесь. Мы поймали их всех и передали полиции. Они задокументировали все правдиво, и теперь они надолго окажутся за решеткой. А твой бывший муж получит пожизненное заключение. Они нашли множество улик против него. Наконец-то ты можешь вздохнуть свободно, Аделина. Все кончено. Но Аделина смогла вздохнуть с облегчением только в зале суда, когда ее бывшего мужа приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Она стояла там, бок о бок с Базилио, и смотрела в глаза Густаво. Он больше не был смелым и хитрым. В нем больше не было звериного взгляда и оскала. Ему не хватало прежней ловкости и ощущения, что он владеет целым миром. Он был загнанным в угол, побежденным человеком, который даже боялся поднять взгляд.
Он посмотрел на свою бывшую жену, но затем опустил голову и больше не поднимал ее. Она смотрела, как его выводили из зала суда, и на этом все закончилось. Она больше никогда его не увидит. Через 3 месяца они поженились, начав совместную жизнь. Базилио был невероятно счастлив рядом с ней, так же, как Аделина была счастлива со своим избранником. У каждого из них были душевные раны, но они исцеляли друг друга заботой и нежностью. Им просто было хорошо вместе. Аделина снова научилась жить без страха и ужасающей неопределенности. Она просто по-другому посмотрела на жизнь, особенно теперь, когда ее бывший муж оказался за решеткой. Когда я впервые увидел тебя, я был слишком застенчив, чтобы подойти к тебе. Можешь себе представить? Смущенно признался Базилио. Такое признание прозвучало абсурдно из уст крепкого мужчины, но он продолжил: «Ты такая красивая. Я не мог отвести от тебя глаз. Мне до сих пор стыдно за тот день. Ты даже не заметил меня тогда. Мы встретились только на следующий день, когда случайно столкнулись возле загона. У меня так дрожали ноги. Я боялся, что ты отвергнешь меня. Думаю, я влюбился в тебя с первого взгляда, просто так. Я потерял рассудок, когда увидел тебя. Она улыбалась, лежа на груди у мужа, думая о том, что впервые в жизни почувствовала себя защищенной, любимой и счастливой. На протяжении всей своей сознательной жизни ей приходилось защищаться и бороться. Но сейчас она могла расслабиться и просто наслаждаться своими чувствами. Аделина и Базилио вместе построили прекрасную жизнь в городе. Они создали уютный дом, окруженный цветущим садом и оранжереей, полной ярких растений. Аделина открыла в себе страсть к садоводству, находя утешение и радость в заботе о жизни. Базилио поддерживал ее на каждом шагу, заботясь о том, чтобы у нее было все необходимое для процветания. Шли годы, и Аделина обрела исцеление в объятиях своего мужа. Шрамы ее прошлого постепенно исчезали, уступая место теплу любви и спокойствию безопасного убежища. Вместе они сталкивались с жизненными трудностями, опираясь друг на друга в поисках силы и утешения. Они часто посещали могилу дедушки Аделины, отдавая дань уважения и выражая благодарность за проведенное с ним время. Аделина рассказывала истории о своем любимом дедушке, сохраняя память о нем в своих сердцах. В их доме смех эхом разносился по залам, а аромат вкусных блюд наполнял воздух. Они окружили себя друзьями, которые разделяли их ценности и относились друг к другу с добротой и уважением. Аделина поняла, что наконец-то обрела свою настоящую семью, построенную на любви и взаимной поддержке. Со временем страхи Аделины уменьшились, сменившись вновь обретенным чувством безопасности. Кошмары, которые когда-то преследовали ее по ночам, сменились мирными сновидениями и спокойным сном. Рядом с Базилио она чувствовала себя непобедимой. Жизнь Аделины была далека от совершенства, но она обрела свое собственное представление о счастье. Она вырвалась из цепких объятий жестоких отношений, боролась за свою свободу и построила достойную жизнь. Каждый день она благодарила Вселенную за то, что она привела ее к Базилио и дала ей силы преодолеть самые тяжелые дни. Путешествие Аделины научило ее стойкости человеческого духа, силе любви и важности веры в себя. Она прошла долгий путь от той испуганной и измученной девочки, которой была когда-то. Теперь она стояла прямо, полная сил и благодарная за ту жизнь, которую она создала. И когда Аделина и Базилио крепко обняли друг друга, их сердца наполнились любовью, они поняли, что вместе смогут справиться с любым испытанием, которое встанет на их пути. Они одержали победу над тьмой и теперь будут наслаждаться светом своей любви, вечно благодарные за возможность начать все сначала.